Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы будем говорить о глаголах движения, а именно о таких глаголах, как тащить и таскать. Согласитесь, не так часто вы слышали эти глаголы движения, и, возможно, не так много о них говорили на ваших уроках русского языка. Итак, что же такое тащить и таскать? Тащить и таскать – это глаголы, которые обозначают передвижение тяжелого объекта. Тащить сумку, таскать ношу, таскать ребенка. Мы говорим таскать ребенка, потому что подразумеваем, что он уже тяжелый. Его тяжело поднимать на руки и таскать на руках. Давайте посмотрим на формы этих редких глаголов движения. Тащить. Глагол несовершенного вида. В настоящем времени я тащу, ты тащишь, он тащит, она тащит, мы тащим, вы тащите, они тащат. В прошедшем времени он тащил, она тащила, они тащили. И будущее время. Я буду тащить, ты будешь тащить, он будет тащить, она будет тащить, мы будем тащить, вы будете тащить, они будут тащить. Глагол таскать тоже глагол несовершенного вида. Настоящее время. Я таскаю, ты таскаешь, он таскает, она таскает, мы таскаем, вы таскаете, они таскают. Прошедшее время. Он таскал, она таскала, они таскали. И будущее время. Я буду таскать, ты будешь таскать, он будет таскать, она будет таскать, мы будем таскать, вы будете таскать, они будут таскать. Итак, тащить и таскать – это перемещать обычно что-то очень тяжелое на руках, на весу, на себе. Фермер тащит тяжелые корзины с фруктами. Также тащить, таскать – это передвигать по земле. Опять же, тяжелый объект. Рыбаки тащат лодку к реке. Также тащить, таскать иногда используется для обозначения поднятия чего-то с поверхности наверх. Моряки тащат из воды акулу. Да, они могут ее передвигать по земле, по дну реки и тащат ее по земле к берегу. И также они могут поднимать акулу со дна. Следующее. Вести, заставлять идти, держать за руки, за поводок и прочее. Важно, что объект не хочет двигаться, или не очень хочет куда-то идти. Также мы можем сказать, что и убеждать словами идти куда-то – это тоже тащить, таскать. Мама тащит ребенка в школу. Здесь мама берет ребенка за руку и ведет его в школу, а ребенок не жаждет, не очень хочет, не горит большим желанием идти в школу. Или сразу видно, это мама тащит ребенка в школу, что значит ребенок просто, может быть, идет сам, без мамы. Мама идет рядом, не трогает его, но по его лицу видно, что именно мама убеждает его идти в школу. Следующие значения уже дополнительные значения глаголов тащить и таскать. Воровать, красть, брать чужое. Она часто таскала продукты с работы, так как на еду денег не хватало. Доставать, приносить. Вчера купила новую игру. Показать? Конечно, тащи сюда, все вместе поиграем. И есть еще одно дополнительное значение у глагола таскать, носить на себе. Часто мы говорим про одежду, обувь, украшения.
Она уже год таскает этот желтый пиджак. Может быть, подскажем ей, и она купит что-то другое? И, конечно, необходимо сказать, что тащить – это движение однонаправленное, то есть только в одном направлении, или в одну сторону, или в другую сторону. А таскать – это движение туда и обратно, или разнонаправленное движение. И давайте еще возьмем несколько идиоматических фраз с глаголами «тащить» и «таскать». Тащить за уши, тянуть, уговаривать, заставлять. Это как раз то самое значение, когда мы с вами обсуждали маму, которая тащит ребенка в школу. Она его тащит за уши. Но также у словосочетания «тащить за уши» есть еще и дополнительное значение. Всеми возможными способами помогать достигать результата. Ну, видно, что она его тащит за уши на экзамене. И еще одна идиома – тащить клещами, что означает с большим трудом добиваться ответа. Ну скажи уже, мне что из тебя, клещами тащить всю информацию? Итак, глаголы движения «тащить» и «таскать» употребляются в русском языке не так часто, как другие глаголы движения. Но все-таки, если вы учите русский язык, то эти глаголы вам тоже необходимо знать. И в первую очередь эти глаголы обозначают передвижение тяжелого объекта по земле или на весу. В описании к этому видео будет ссылка на статью о глаголах «тащить» и «таскать». И обратите внимание, что в конце статьи есть практические задания для проверки себя. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.